Всем привет! Хочу сегодня поговорить о стартовом наборе начинающего лэшмейкера. Что нам первое потребуется? Первое, что мы делаем, мы учимся классическому наращиванию ресниц, так как без этого никуда. Для классического наращивания ресниц нам потребуется один пинцет прямой и один изогнутый. Я использую пинцеты фирмы Vetus, они недорогие и очень удобные. Это именно Vetus ST15 изогнутый и Vetus ST11. В дальнейшем, когда вы обучитесь классике и сможете хорошо уже прорабатывать все ресницы быстро и качественно, вы можете обучиться также объемному наращиванию, так как без этого в наше время никуда. Мне понравился очень, я перепробовала много пинцетов, и мне понравился больше всего это и фирмы Eva Vip пинцет изогнутый, вот как он выглядит. Он очень хорошо захватывает пучки, ним очень удобно работать, легко, и сцепка у него 100%. Дальше что нам потребуется? Нам потребуются, естественно, ресницы, без которых мы не сможем наращивать. Я работаю различными фирмами ресниц. Это Viva, это Aurora. Viva более дорогие ресницы. Для начинающего лэшмейкера это не вариант, скажем так, потому что их палетка стоит достаточно дорого. Но качество я бы не сказала, что очень намного лучше, чем другие есть фирмы. Также я работаю ресницами Aurora, они более бюджетные, и ресницами фирмы Platinum. Они тоже достаточно неплохие. В классическом наращивании ресниц я использую ресницы толщины 0,1-0,10. Это будет правильнее. Либо 0,12, так как 0,15 это уже считаются более плотные толстые ресницы. В наше время это уже эти ресницы не востребованы. Также нам понадобится патчи. Есть патчи широкие. Кстати, я их сейчас попробовала в работе, они мне больше даже понравились, чем вот эти тонкие гидрогелевые. Они очень тонкие, они очень удобные, но они очень удобные для, скажем так, удобного глаза. Если глазик более выпуклый, либо ресницы, нижние ресницы очень длинные, как по мне, эти патчи не очень удобные в работе. А вот для более выпуклого глаза удобные патчи вот эти, широкие. Эти патчи еще удобны очень для глубоко посаженного глаза, так как их можно легко подправить, чем толстый патч. Также для обработки инструментов и наших ручек я использую Biolon и АХД, чтобы когда приходит новый клиент, всегда материалы ваши были, инструменты всегда были чистые и обработанные. Также мы используем в наращивании, без чего мы не можем обойтись, это активатор клея. Его еще называют усилитель клея. И у меня усилитель фирмы Lovely. Это неплохая фирма с качественными материалами. Также я использую праймер фирмы Platinum. Праймер нам нужен для того, чтобы после обезжиривания ресниц ресницы лучше хватали, клей лучше фиксировался, не ресницы лучше хватали, а клей лучше фиксировался на вашей родной реснице. Сцепкость была между родной и искусственной ресницей лучше. Также я использую два клея фирмы Platinum, мне они, скажем так, полюбились. Клей Sunrise, он более медленный, сцепка у него 1 секунда. Это для мастеров, которые начинающие, идеально подойдет. Клей фирмы Platinum Magic, у него сцепка более быстрая, это 0,5 секунд. С ним очень удобно работать мастерам, которые уже давно практикуют. Также хочу добавить, что клей фирмы Platinum Sunrise очень быстро густеет, и его носик, вот этот вот носик, он всегда накапливает на себе клей. Вот можно посмотреть в крышечку, там очень черное, даже много сухого клея. То есть даже вытирая носик ушной палочкой, чтобы не было клея на носике, он все равно остается и густеет, и засыхает, и в этом плане он очень неудобный в работе. Но я уже наловчилась его использовать, поэтому мне в принципе удобно. Также для снятия ресниц нам понадобится ремувер. Я использую ремувер фирмы Eva Vip кремовый. Мне он нравится, так как у него густая консистенция, кремообразная. Вот. И когда мы наносим его на ресницы, клиент может с ним открыть глаза, и он не будет попадать в глаза. Чего не скажешь про гелевый ремувер, он у меня тоже есть, но я ним совершенно не пользуюсь. Он затекает в глаза, очень неудобный, я не советую его в использовании. Также нам в работе нужна
маска-респиратор. Ее хватает где-то одной маски на неделю, чтобы нам можно было дышать и не волноваться о том, что мы дышим испарениями клея. Еще нам понадобится гигрометр в работе. Он показывает влажность воздуха, можем посмотреть, и температуру. Это все нужно для того, чтобы клей хорошо работал, то есть мы видим, какая влажность, какая температура, и мы можем регулировать работу клея. И еще я использую шапочки для клиента. Мы одеваем их на голову, чтобы спрятать волосы, которые нам могут мешать, это гигиена. И может понадобиться еще вот такая игрушка. Она удобная, если ты проработал, либо доклеиваешь в конце работы уже какую-то ресницу, приклеиваешь, и когда клиент открывает, чтобы клей быстрее высох, когда клиент открывает глазки перед открытием, ты продуваешь на ресничке, и клей быстрее подсыхает, и тем самым клиент открывает глаза, и испарения клея не попадают ему в глазки. Ну и, конечно, еще нам нужны микробраши и вот такие вот шпателечки. Очень удобно, это такая фишка. Шпательки эти, когда нанесли праймер, либо обезжириватель на микробрашек, либо ушную палочку, промазываем ресницы. То есть все, что ненужное, лишнее с микробраша либо ушной палочки, остается на шпателечке и тем самым не попадает клиенту в глаза. И еще, конечно, это у нас щеточка. Щеточка нужна как мастеру для прочесывания ресниц, так и клиенту после наращивания в дальнейшем использовании. То есть вы можете иметь всегда достаточное количество щеточек про запас, чтобы каждому новому клиенту можно ее было подарить, чтобы он мог прочесывать ресницы, так как ты в любом магазине их не купишь. Ну вот стартовый набор я вам рассказала, какой нужен. Ну, в принципе, еще, естественно, вам нужна кушетка, этажерка, лампа и одноразовые простыни. Возможно, в некоторых случаях, если недостаточная влажность в кабинете, понадобится увлажнитель воздуха. Но это уже можно будет со временем, скажем так, понять. А пока что вот такой вот наборчик вам поможет в начале вашей работы. Желаю вам успехов. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо.